Добрый день, друзья, товарищи. Льет у нас, льет. Вот так. Обещали в 12. Я спешила, чтобы что-то сделать на улице. Ну, смотрю, уже 11:30, а в 12 обещали. Вот, уже 11:30. И на тебе гром и ливень. На 1,5 часа опоздал. Вот. Небо затянуто все. И не знаю, надолго ли это будет. А ведь так хотелось что-то сделать. Ну, не знаю совсем. Льет сильно. Хотела посадить цветочки. Там георгины у меня не посажены, в горшке стоят. Ну, половина посадила, успела. Половина нет. Не знаю, может после дождя успею досадить все. Сильно пошел, прямо вот. Даже ступеньки мои мокрые. Я уже стояла так хорошо, и тут начало меня капать. Где-то там проблески солнца сзади появляются, но дождь вовсю шпарит. И это, я думаю, надолго. Если так затянуто, то, наверное, надолго. Березки мои красавицы стоят. Ну что, пойду пить чай. Потом покажу, что я сделала сегодня и что не успела. Короче, многое не успела, это точно. Потому что уже 1:30. 2 часа у меня осталось всего лишь. 2 часа, и я уеду домой. Болото уже начинается. Ну что, льет и льет целый день. Представляете, конца нету этому дождю. И сейчас зонтом вот вышла, пройдусь, думаю, немножко, посмотрю, что как растет. Сделала вот здесь сетку, натянула. Привязала к трубе. И вот она туда пошла, эта сетка. Там территория дальше не моя. Но я закрыла все, чтобы не росла трава. Потому что полоть за кого-то надоело. Ну что,
сейчас пойду покажу, что у меня происходит. Так, сетку я натянула вот до столба. Я же столб в прошлый раз поставила во вторник и натянула. И до сюда. Потом ближе, где шланг голубой, чуть ближе ко мне, копаю еще один столб. И тогда соединю эту сетку. И надо еще покупать сетку. Вот такие делишки. Ну вот. Упал у меня. Я уже... упал у меня забор здесь. Надо ремонтировать, конечно. В обязательном порядке. Но, увы, ничего не успеваю, потому что еще и дождь мешает. Ну, здесь-то у меня все нормально. Цветочки цветут. Видите, какие. Бедненькие такие какие-то, бедненькие совсем. Совсем. Зацепилась куда-то. Этот куст вообще непонятный. Видите, цветов почти нет. Хотя он первый зацвел. Но это не цветы совершенно. Обычно очень много цветов здесь. Красота какая. Комары кусают на ходу. Представляете? Только отвлекись и все. Здесь все в цвету. Не помню, как называется, но, по-моему, гусиные лапки. Но очень красивые. Их так много. Они с каждым годом все больше и больше рассеваются, рассеваются. А вот эти что-то не хотят цвести. Вот видите, вот одна палочка, и вот вторая стоит. Их было много, осталось несколько, и что-то не хотят зацветать. А эти прямо вот много делается, их много. Потом отцветут, я обрежу и сюда посажу летние какие-нибудь цветы, типа георгинов. Вот. Тут разрастается красиво. Видите? Все. Что я сделала? Вокруг обстригла всю траву. Здесь тоже посадила георгины. 1, 2, 3. 1, 2. Вот. Засыпала там все землей. Видите, все засыпано красиво. Здесь будет стоять скамейка. И плитку хотела сегодня положить здесь. Но, увы, не успела. Дождь начался, и на этом все кончилось. Вот. Здесь где-то скамейку поставлю, не знаю в каком месте. Посередине, наверное. Потому что ветки там могут быть. И вообще этот куст хочу пересадить. Он бедненький там сидит. Можно было бы его сюда куда-то посадить. И пусть он сидит здесь. Что здесь очень плохо косить в этом месте. Вот, можно было бы сюда его посадить. Я так думаю. Вот. Здесь немножко я прошлась. Пополола чуть-чуть. Ох, скоро зацветет красотулька моя. Красиво как будет. Так, кустик, значит, вот этот посадила. Розы. Ну и здесь
Немножко прополола и тоже посадила георгинчики. Там. Ну а вот этот кусочек остался. Не прополот, ничего. Во-первых, здесь укроп должен быть, но я вижу только один ряд укропа. И здесь вижу. Все. В остальное там трава. Вон там одна вышла. Он там вообще вышел, но он засох. Короче, хотела я тут посадить цветочки. Но, увы, как видите, начался дождь. Я не успела. Мокро очень. Конечно, мокро после дождя. Салатик растет. Укропчик растет. Надо же. Так ждем, когда укроп вырастет. А здесь, растет только так. Да. Клубничка какая-то. Но еще не зрелая совсем. Только ягодки. Ну, с этой стороны могу показать и рисики. Вот они какие. Ирисики, там колокольчики. Вот они. Не помню, как называют. Пионы еще только начинают, видите? И там. Так что, увы, еще пионы. Я говорю, я уеду, они зацветут. Вот эти хорошо цветут, ирисы. А там в конце голубые так быстро почему-то отцвели. И самое интересное, что у них сразу листья желтеют. Понимаете? Как будто это осень пришла. Странно. Но на выходные приеду, подвяжу вот этот куст. Он подрастет немножко. И повыше я его привяжу. Потому что боюсь, сломается. Он и так всегда ломается очень сильно от ветра. Ну что, мои хорошие. Вот и все. Не успела ничего сделать. А уже через час я должна уехать. На место ставить, не знаю, не буду. Мне это приеду в субботу. Надо все вот это присыпать, подсыпать. Пусть стоит так. Вот красоту здесь навела. Мне самой нравится даже. Вот. Пионов будет очень мало. Ну, прекратился дождь наконец. Ой, такие красотульки я не могу. Как их поднять? Они вот такие вот внутри. Прелесть такая. Ну вот. Мелкие. Видите, какие мелкие будут? Совсем. Пионы мелкие. Не знаю. Может прийти подвязать их, что ли. Ну, совсем мелкие. Вот этот хороший, красивый. Ой, голова у него тяжелая какая. Вот она такая. Красивый, да, внутри. Красненькие такие. Так. Уже отцветают. Мне тот нравится очень. Он у меня один остался. Я думаю, насеется здесь. Он там темный.
Темный такой. Здесь еще не полола, так как толком не знаю, что здесь... уже видно, что можно было и прополоть, конечно. Ну куда теперь по мокрому такому лазить? Кусты все. И тля очень любит. Ой, не могу показать. Вот она, тля. Видите? Уже прискакала. Вот эти цветы очень любит тля. Ветер поломал. Хотя это обрезать уже надо. Потому что потом цветы будут появятся здесь. Вместо них, вместо листьев. Ну что, где-то анютины глазки еще зацвели. Представляете, я обрывала их, они опять цветут, видите? И вон цветут, красота. Подойти не могу только. Ну вот, что я говорила, листья желтые стали, видите? Ничего не понятно. Еще не отцвели до конца, а уже листья все стали желтыми. Вот отмечу желтый тот. И вот этот шоколадочку, бантики завязать надо им отметить. И уже все обрезать. Потому что такая страхомань. Желтые листья стоят. Ничего не понимаю. Ну, скоро отцветут. Но здесь, смотрите, опять, видите, анютины глазки опять начали цвести. Но мне вот эти нравятся. Такая нежность. Прелесть. Какие-то звери тут летают. В песочке. Дождь сильный был. Видите, заново зацвели. Прыгунчики, прыгунчики. Ну что, мои хорошие. Вот там анютины глазки красивые. И, видите, прям такие красотулечки распустились. Они уже отцвели и опять заново. Гвоздика начинает цвести. Смотрите-ка. О, какая прелесть. Мокро, мокро. Очень мокро. Погуляла, нагулялась, да? Ну, здесь растет что-то. Во, рассаживать надо, видите? Но из-за этого дождя, боже. Зонт валяется у меня. Дождь уже прошел. Зонт валяется. Не знаю. У меня час остался. Но что, стоит ли переодеваться? Я думаю, не стоит уже. Совсем не стоит. Вовремя не посыпала, съели. Надо выкопать и посадить другое. Вот у меня еще осталось. Где-то 5 штучек. Елочка, красавица моя, посмотрите-ка. Куст какой.
Прелесть. Ой, прям не могу. Здесь у меня все нормально. Сейчас открою. Все растет, цветет. Так. Заросли какие уже, да? Помните, валялись они тут, падали. А теперь толще моего пальца большого. Представляете? Ну, эти собираются цвести все. Но толстые. Хорош. Пойдем в другую теплицу. Вот здесь картошечка растет. Помидорки цветут. Вон какие большие уже. Вот эта помидора, которая без корней была. Вот она. Мучилась. И видите, отмучилась. А вот та без корней тоже. Так, где она? Вот. Не первая. Так. А вот и первая, и вторая. Вот. Все они тут прекрасные. Так, без корней у меня вот это, наверное, была. Вот запуталась. Посмотрите-ка, они цвет поменяли, стали зеленые все. Вот без корней было, ага. Нормально. Их уже, наверное, подвязывать все надо. Прям не знаю. Очень там упала сильно. Может, подвязать надо. Здесь картошка все заняла. Клопы гуляют. О. Видите? Ну, картофель. Ой, такой огромный. Посмотрите-ка. Не знаю. Короче, в этих двух ячейках я потыкала, наверное, штуки сколько там. 5 картошин. И тут уже заросли. Посмотрите-ка. Просто заросли. Не знаю. Хоть иди и подвязывай их, чтоб ветер не поломал. Ой, чудеса. Ну, вот на улице прекрасно растут, смотрите-ка, и цветут даже. Цветут. Да уж. Даже без корней прижились. Это те, которые медведка съела. Я бы выдергивала без корней. Вот у меня и тут еще есть. Могла посадить. Во, видите, стоят. Зря не посадила. Ну, не успела зайти в теплицу. Еще не это самое, не закрыла. Все, вот тут полить еще надо. Вот эта сторона политая. И посмотрите, что творится. Опять дождь. 3-й раз. Огурчики растут. Можете посмотреть. Вот они. Вот они. Так, где они? Ах, вот они. Видите? Так, здесь тоже огурчики. Здесь тоже огурчики. О, видите? Хорошие огурчики. Вот этот, посмотрите, какие они. Они больше, видите, на всю, на все 4 пальчика. И это также. Большие уже. Это уже даже не корнишоны. И здесь тоже много висят. Смотрите. Ой. Вот сейчас сорву одного. Так. Попробуй сорви. Ага. Вот он. Видите, какой большой. Ну вот, это огурцы мои.
Это мои помидоры. Что-то тут ему слабо стало. Смотрите-ка. Не поняла. Ну да. Это ветка, которую я привязала. Она же сломалась. Значит, она не приживется. Ну что, немножко намокла. Полила. Здесь тоже огурчики. Помидоры не стала поливать. Ну куда? Ливень такой идет. Вроде бы они как это самое сырые еще. Земля. Да, земля сырая. Это огурцам надо вода. А помидоры могут и без воды быть. Ну, второй. Уж больно большой. Их там много больших. Так. Ну что творится? Слышите? А? Дурдом. Третий ливень. У меня бочка после 2 ливней полная. А сейчас вообще будет потоп полнейший. Я не знаю, мне уже скоро автобус. А я с теплицы выйти не могу еще плюс ко всему. Усы эти прямо на глазах растут. Я их рву, обрываю. Их надо все обрывать, потому что они съедают все питание. Усы забирают. Ой. Добрые мои хорошие. Пойду-ка я через ливень или как. Ой, что творится. Красота. Нет, вы слышите, что творится, а? О! Ужас. Кошмар. А, вот так видно. Видите, что творится? С ветром. Ой, что там на березах творится. Ой, какой ливень. Телефон мокнет. Бочка полная. С утра была пустая совсем. За 2 ливня налила полную. А сейчас 3, уже через верх идет. Все, мои друзья хорошие. Пока-пока. Собираюсь идти, но дождь. До встречи. Вот такая у нас улица. А дождь льет и льет, видите?
Вот один дом, 2, 3, 4, 5 и 6 мой. И здесь еще 2. И машина еще встречная едет, вот только ее не хватало. А капли какие капают, пузырится. Ну это надолго дождь. Это надолго. О, какие здесь красоты. Каждый сходит с ума. Наделали он. Ой, утону ведь точно. Ящиков полно. Ну, полоть зато не надо. А здесь покосил и хорошо. У меня тоже. Покосил и хорошо. Теплица полоть не надо, потому что в теплицах у меня трава не растет почти. Ну, если где-то там близит. А вот здесь у нас вечное некошенное все. Некогда. Зачем это дача им, вообще непонятно. Здесь они не бывают. Я так полагаю, по необходимости приезжают косить. Потому что у нас ругаются, если не кошено. Представьте себе. Все, мои хорошие. Пошла я дома до хаты. Ну как пошла? Не пешком же пошла. Ну вот моя улица. Там полдороги стояла, а вот здесь еще полдороги. Вот. Улица, курица. Сейчас иду на автобус. Это оттуда должен приехать автобус. Вот туда, в самый конец. И там меня заберут. Автобус заберет. Ой, люди уже там стоят, потому что боятся, что еще сильнее дождь будет. Сейчас такой небольшой, но капает. Не в такой степени ливень, как был. У меня даже выйти со двора невозможно, там потоп. Все залито. Сколько это будет длиться, я не знаю. Каждый второй день. Каждый. И так весь июнь. Ужас какой-то. Все. Еще неделька. Да уже не неделька. Сегодня четверг. Четверг. Суббота, воскресенье, возможно, приеду еще. Посмотреть, что к чему. Вот. Понедельник у нас 23-е. Это у нас Йони не будет. Схожу, посмотрю концерт 23-го. А 24-го целый день отдыхаю. И ночью в аэропорт. Вот. Ух, летел. Я думала, автобус. Так вроде рано. Эта машина поперла. А представьте себе. Еще чуть-чуть. И я буду на море, на красном, на теплом, на горячем, возможно. Самое страшное то, что совсем недалеко от горячей точки. А горячая точка у нас где? Израиль, конечно. Там опять неспокойно. Ужасно неспокойно. У меня 3 ночи подруга не спала. Сидели все в бомбоубежище. Когда же это все закончится? Мира нигде никакого нету. Ну нет, нигде. Все, мои хорошие друзья, товарищи. Пришла, притопала.
Сейчас автобус приедет. Поболтала с вами. Спасибо, что заходите. Очень рада вам. Рада, что постоянные друзья, товарищи заходят. Очень рано. Рада. О, видите, язык у меня заплетается. Я уже устала. Очень рада, что все друзья, товарищи заходят. Постоянные, которые